Мне нравится эта работа. Пока еще силы есть, могу. Ну и дочка еще маленькая, 10 лет всего. Надо как-то поднимать. Да нет, у меня пока предела нету. Ну, сила еще есть. Может и 70, не знаю, как получится. Я никому не буду мешать. Если на мое место кто-то захочет, там, я за свое место не буду держаться. Будет лучший человек, лучше меня работать. Я с удовольствием уступлю. Я веду здоровый образ жизни. Не курю никогда, не курил. Пить и то после 40, по чуть-чуть. До 40 вообще не пил. Не пиво даже. Мы работаем вахтовым методом. Это значит каждый день подъем в 6:30 утра. Десять минут на завтрак в соседнем домике. Затем надо сходить в сушилку и переодеться в рабочую одежду. Потом планерка. Буровой мастер дает задание на день. И все. Я иду на свое место, на буровую установку Екатерины. «12 часов длится моя смена. И так каждый день. Вся вахта – это от 1 до 3 месяцев. Сейчас идет 2-й месяц моей вахты. Подтек масла на ключе, посмотри, Матвей, когда закручиваем, хорошо? Да, вообще бурили, и погоду бурили скважины. В Ненецком автономном округе мы бурили разведки там долго. И керн отбирали. Ну, это где-то около года. Самые быстрые мы бурили в Уренгое, южно-русское месторождение. Там неглубокие скважины. Даже в Ингаях, это под Ноябрьском, там еще меньше. Типа быстрее бурили. Ну, где-то меньше 2 недель. Сейчас мы работаем на Харасовее. Это одно из крупнейших газовых месторождений России. Находится оно на полуострове Ямал. Это Арктика, вечная мерзлота. Мы работаем в условиях крайнего севера. Зимой тут полярная ночь. Температура до минус 50. Летом полярный день. Но снег может держаться до конца июня. А самое главное – ветер. Здесь никогда не бывает штиля. Ветер все время.
Травму легко получить. Если что-то не так делаешь, можно легко получить травму. Могу свечой ударить человека там, или что неправильно. Если что это неправильно сделал, можно травмировать легко. Ну, у меня главное, чтобы не допустить аварии, не допустить вот этого травматизма. Главное делать аккуратность. В одной бригаде трудится 6 человек. Бурильщик, подменный бурильщик, 3 помбура и слесарь. Половину вахты мы работаем в дневную смену, половину в ночную. Работа идет круглосуточно. Сейчас Харасавейское месторождение только разрабатывается. Мы пробуриваем скважины, ставим на них фонтанные арматуры. Газодобычу планируют начать в 2023 году. А пока идут буровые работы. Бурим с навеса, не пригружая, аккуратненько, чтобы ствол был вертикальный. Буровые Екатерина – хорошая техника. Мне она нравится. Я с ней только здесь познакомился, на Ямале. Когда мы на Баванянку приехали, вот на такие станки, вот уже небо и земля. Так физической работы особо тут нет. Все автоматизировано, все. Тут же все, верхний привод. Верхний привод мы только вот на этом станке увидели. Спускоподъемные операции, очень удобно. Верховому удобно очень работать. Сложности, конечно, есть. Без сложностей не бывает. Можно сказать, маленькая зарплата. Для северянина это не то. В советские времена это северянин был. Вообще, он даже не считал деньги, он не думал. Он ехал в отпуск, все спускал, знал, что приедет, там отпускные получит. Вот. Все откладывали, все там нормально было. У меня семья, 3 детей, 2 мальчика и девочка. Жена почти на 9 лет меня младше. Созваниваюсь с ними. Иногда получается сообщение отправить. Скучаю, конечно. Сыновья не пошли по моим стопам, хотя я пытался их направить. Я почти не думаю о том, делаем мы важную работу или нет. Работа – это работа. Для меня важно делать ее на совесть. Я такой человек, я всегда стараюсь на рекорд идти. В любой работе. Даже СПО, раньше я всегда так, на время. Подъем инструмента, я всегда время засекал. За сколько я подниму, за сколько я спущу инструмент. Рекорд. Ну, это получается с нарушением, но 4500 за 3,5 часа. Я помню, как было советские годы. И знаю, как идет работа сейчас. Все зависит от коллектива, от команды. Работать должны все, особенно здесь, на севере. Я думаю, кто хочет над нами управлять, они должны поработать бурильщиками. Вот тогда они бы по-другому относились, может быть. Мы выполняем работу, которая принесет пользу многим людям. Газ, добытый здесь, на Ямале, попадет в магистральные трубы.
И потом им будут пользоваться все. Огромное количество людей. Даже я. Даром, что живу на юге. Самое важное – это уметь быстро реагировать на возникающие проблемы и решать их за короткий промежуток времени. Я не один за всех, есть рабочие электромеханики, которые у меня в подчинении, которые помогают мне при обходах оборудования, осмотрах и проверках. Ну, вот это как бы мои руки. Ну и голова частично. Раньше я много путешествовал по всей стране. 15 лет был в командировках. Камчатка, Сахалин, Сибирь, Ямал. Месторождение «Газпрома», Нижнеквактикское, Кавыктинское, Баваненковское. Занимался пусконаладочными работами разных агрегатов. Конечно, нравилось. Для мужчины это важно. Поездить, посмотреть, поработать. Но потом, скажем так, приоритеты поменялись. Здесь, наверное, такой аргумент очень весомый для меня – это семья. Так совпало, что у меня родился ребенок, дочь, и я решил, что нужно уже достаточно поездок, и нужно, как говорится, уделять время своей семье, своему ребенку, растить и быть рядом. Раньше, когда я ездил по стране, это были командировки. По месяцу, по два. Сейчас это обычный для многих людей график. Пятидневка. Я работаю на КС «Русская». Это компрессорная станция рядом с Анапой. Она обеспечивает необходимое давление газа перед тем, как он уходит в газопровод «Турецкий поток». 930 километров. Столько проходит наш газ по трубам под водой до побережья Турции. На данной станции я работал еще при строительстве и при пусконаладочных работах, проводились, которые здесь. И после этого уже перешел непосредственно в эксплуатацию. Самое сложное – это быстро выявить причину неисправности, которая может возникнуть в процессе эксплуатации, и устранить ее. Хорошие дни, конечно, это когда складно работает оборудование, нет никаких проблем с ним, и, в принципе, коллектив также работает без лишних вопросов. Вот это очень важно, слаженность коллектива. Соответственно, если работает оборудование и коллектив как одно целое, то это отлично, это хороший день. Я сам южный человек, с Ростовской области. Мне все это близко. И место, где стоит КС «Русская», и быстрые перемены погоды. С утра может быть туман, как в горах. Потом резко солнце.
потом снова туман или дождь. И так все время. Мне интересно изучать, как строился турецкий поток. Гигантским судном. А трубы опускались на огромную глубину до 2000 метров. Наша компрессорная станция стоит на месте, и я больше не езжу в командировки. Но на самом деле здесь все время происходит движение. Погоды, людей, газа, энергии. Здесь я ощущаю связь со всей нашей страной. Везде, где проложены трубопроводы. И где сейчас идет работа по строительству новых. Раньше крайний север вообще не газифицировали. Поэтому газификацию, допустим, Ямало-Ненецкого автономного округа проходит, наверное, не так быстро, как у нас в Вологде. Но я думаю, что, в принципе, у нас больше 70% газификации проведено. И идет такими семимильными шагами газификация района и города. Я думаю, что лет через 10 будет возможно везде. Если совсем коротко, то моя работа – помогать людям экономить. Я проектирую газопроводы к объектам, которые необходимо подключить. Ну, газ – это более экономичный вид топлива. Электричество – более дорогое удовольствие. В обычный рабочий день я просыпаюсь в 6 утра, делаю домашние дела, и в 8 я уже в офисе. Начинается все с планирования того, какими объектами я буду заниматься. Это могут быть жилые дома, могут быть производственные здания, общественные здания. Я сначала выезжаю на объект, смотрю все, что мне надо газифицировать. Потом в компьютерной программе прочерчиваю все свои решения по проектированию, выдаю заказчику непосредственно для выполнения строительно-монтажных работ и дальше уже слежу за стройкой. Сориентируйте меня, Сергей Николаевич, пожалуйста. Вот у нас ГРП, и вот так вот вдоль, получается, за сушилками, тут что, эстакада, да? Там идет газопровод. Высокое давление, да? Да. У вас здесь подразумевается предприятие общественного питания в будущем. Слушать, что они хотят. Быстро, дешево и качественно. Это вот требования, наверное, которые предъявляются каждым заказчиком к нам. Конечно, за последние годы нормативы изменились. Скажем, подземные газовые трубы уже могут быть и не из металла.
Часто под землю прокладывают полиэтиленовые трубы. Они долговечнее. Но даже на этом этапе случаются неразрешимые задачи, о которых заказчики даже не догадываются. То есть у нас сейчас много земель размежовано, они чаще всего отданы в частные руки, и тут приходится прибегать, когда мы прокладываем газопроводы по землям, которые принадлежат частным лицам, либо юридическим лицам, то нам необходимо брать у них согласие на прокладку газопровода, именно пользование их землей. И тут уже и с юристами приходится решать вопросы. Но самое главное, газовое подключение требует соблюдения определенных норм. Наличие оборудования с определенными параметрами. Люди очень часто не отдают себе отчет, что газ – это опасно, что правила придуманы не просто так. Заказчики тоже разные бывают, то есть некоторыми действительно надо найти подход определенный. Не все идут навстречу, так скажем, не все учитывают то, что есть какие-то определенные требования, а не только их желания. То есть не скажу, что всегда в плане коммуникации легко, но в большинстве случаев людям можно все объяснить. Довольно большая часть моей работы в офисе. После всех замеров и общения с заказчиками надо начертить проект газового подключения. Это не только техническая работа, это что-то посередине между инженерными знаниями и творчеством. И когда ты вот этот вымученный объект выдал заказчику, всех все устраивает и устраивает экспертизу твой объект, его уже построили так, как у тебя начерчено, это уже облегчение такое, приносит удовлетворение от своей работы. Приятно, что я в итоге доставляю людям радость. От моего труда им становится комфортнее жить. Приятно, что моему сыну тоже нравится моя работа, а ему всего 11 лет. Сын у меня, во-первых, он видит, что я черчу, что я делаю на компьютере, и ему интересно. То есть я даже по сыну вижу, что у него, наверное, черты какие-то характера мои, и, возможно, он будет тоже заинтересован в проектировании. Не скажу, что именно проектирование газа, но то, что ему интересно, это да. То есть он спрашивает, что я делаю, зачем и как.